start. Это Are people joining through through the internet? Yes. Okay. Okay, it's clear. Is it dark? Сочная проба. Достаточно светло. Повторите вопрос, пожалуйста. Достаточно ли светло изображение? Is it okay? Да, хорошо. Or is it dark? Yes, it's okay. Oh, 1 minute, 1 moment. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, text 18. Мы читаем Бхагавад-гиту, глава 2, стих 18. Antavanta ime deha nityasyokta sharirina anasino praneyasya tasmad yudhyasya bharata. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Комментарий Шрилы Прабхупады. Материальное тело по своей природе тленно. Оно может погибнуть сразу после рождения или через 100 лет, но смерть его неизбежна. Это всего лишь вопрос времени. Тело не может существовать вечно. Однако душа в теле столь мала, что никакой враг не в силах даже увидеть ее, не говоря уже о том, чтобы убить. Как было сказано в предыдущем стихе, душа так мала, что никто не знает, как определить ее размеры. В любом случае, причин для скорби нет. Ибо само живое существо невозможно убить, а материальное тело нельзя сохранить навсегда, как нельзя и продлить отпущенный ему срок. Бесконечно малая частица духовного целого получает материальное тело сообразно своей деятельности в прошлом, поэтому каждый должен следовать заповедям религии. Веданта-сутра утверждает, что живое существо имеет природу света, поскольку оно является частицей высшего света. Подобно тому, как свет солнца поддерживает жизнь во Вселенной, свет, исходящий от души, поддерживает жизнь в материальном теле. Как только душа покидает тело, оно начинает разлагаться. Стало быть, именно душа поддерживает жизнь в материальном теле. Само по себе тело лишено всякой ценности, поэтому Кришна призывает Арджуну сражаться и не поступаться принципами религии во имя сохранения материальных отношений, основанных на телесных представлениях о жизни. What were the two reasons given by Krishna for Arjuna to fight? Какие два довода приводит здесь Кришна, убеждая Арджуну вступить в сражение? In this verse, why should he not worry about fighting? In this verse, what are the two reasons Krishna is giving?
В этом стихе Кришна приводит два довода, убеждая Джуну вступить в сражение. Каковы эти доводы? Давайте, может, я отвечу, попробую. Ну, здесь в этом стихе, прям в тексте, Кришна говорит, что материальное тело обречено на смерть, первое, то есть его нет смысла о нем как бы скорбеть, а сама душа, она вечная, неуничтожимая, живое существо, поэтому оно будет жить вечно, и тоже нет смысла скорбеть. The first reason is that the material body is sure to come to an end. That's why there is no need to lament about it. And the second reason is that the soul itself is indestructible and Yes. eternal. This is the fundamental belief in the Vedic philosophy. Да, это ключевой философский принцип ведической философии. And so among Kshatriyas, you find that same spirit even now. И поныне можно видеть такой дух в кшатрии. And even now, the soldiers of the Indian army, their families are very proud when their sons or husbands, they are they are killed in the battle for the sake of the country. Даже сейчас можно видеть, что родные и близкие индийских солдат, которые погибли, защищая свою страну, очень гордятся ими. And so this philosophy is, when it's fully ingrained then in our mind, then it is a way of life. In all our activities, this belief will permeate. И когда эта философия становится неотъемлемой частью человека, то она начинает проявляться во всех его действиях. I know that Russians also have this in their psyche about tolerating difficulties. У русских тоже есть такое хорошее качество, они умеют терпеть трудности. So what do you think in our day-to-day lives, how will this understanding of this philosophy that the material body cannot be saved and the soul is eternal, how will it affect us in all our daily activities? А как, по вашему мнению, это понимание того, что тело бренно, а душа вечна, как это понимание будет влиять на нашу повседневную деятельность? Мне отвечать. Наверное, будет больше спокойствия, и какие бы трудности и горе, счастье к нам не приходили, мы будем находить какую-то составляющую, стараться видеть в этом, как-то возможность дополнительно проявить свои духовные качества. We would be more calm and in spite of happiness and distress, we would try to find some spiritual essence in whatever is happening with us. Mm-hmm. Yes. And how will we be in our dealings with people? А как это повлияет на наши отношения с окружающими? Наверное, более терпимыми должны становиться, уважительными. We would become more tolerant, more respectful. This one doesn't have anything. Okay. Why will we become respectful? А почему мы станем более уважительными? Они же тоже души, и мы можем помогать им как-то осознать свою природу духовную. Because every other person is also a spirit soul, and we can help him realize his spiritual nature. Okay, so we will not discriminate so much based on
externals, isn't it? External body or their achievements. Иными словами, мы не будем проводить какую-то дискриминацию на основе внешних признаков, какой у человека тело или какие у него достижения, правильно? Not based on how much money somebody has. Мы будем оценивать людей не на основе того, сколько у них денег, Or what position they have, или какое положение в обществе они занимают. but rather a person who has spiritual knowledge will be considered the topmost. И самое высокое положение в наших глазах будет занимать человек, у которого есть духовное знание. Like it was in earlier times where Brahmanas were given so much respect. Как это было в стародавние времена, когда брахманов очень уважали. And now, because people don't have this knowledge, who is considered the greatest, who is worshipped more? Сейчас, когда у людей нету этого знания, кого больше всего уважают, кто считается самым лучшим из людей? Вот те, кто материальный успех имеет. Those who are most materially successful. Yes, and mostly those who are artists. I mean, film stars, sportsmen, what do you call, wrestlers. They are worshipped. Да, больше всего почитают знаменитостей, артистов, певцов, спортсменов. People put their photos in their room and they really hero worship them, at least the youth. Люди, особенно молодежь, вешают у себя дома их фотографии, ну и практически поклоняются им. And whatever they say, whatever they like, then everyone wants to follow them. И если эти знаменитости что-то говорят, какую-то оценку высказывают, что-то, какие-то предпочтения высказывают, все этому подражают. And of course, the other Vaishyas through money power, they control, and Kshatriyas through positions, they control people. Ну и также вайши контролируют людей через деньги, кшатри контролируют людей через власть. And they think the Brahmanas are unimportant because they think they're not so productive in life. И получается, что в этой схеме брахманы уже не нужны, потому что они никакой ценный продукт не производят. So just because of not having this one knowledge about how we are not a soul, then the whole society has become upside down. И просто из-за отсутствия знания о душе все общество перевернуто с ног на голову. And the same thing, even relationships within family life. People get very upset and they don't think that what is the higher purpose of family or relationships. They think it is simply for my pleasure. То же самое относится к проблемам брака и семьи. Очень много стресса в отношениях семейных, потому что люди совершенно не задумываются о высшем предназначении семьи. Они думают, что брак и семья — это просто способ удовлетворять свои чувства. And so because of that, less and less people can even understand what is real love. И поэтому сейчас все меньше людей способны понять, что такое настоящая любовь. Is anyone else? Olga Mataji, do you want to share how lack of knowledge of the spirit soul is making us, behave not in an ideal way? Ольга, может, вы что-то добавите на тему, как отсутствие духовного знания заставляет нас вести себя неподобающим образом? Знания, цели у человека появляются другие совсем, не духовные, скажем так. Due to lack of knowledge affects the aims of the person. His aims in life become non-spiritual. И целью является наслаждение именно увеличение телесной концепции и наслаждение именно тела.
и забота о теле, и соответственно. And all his aims are connected with the body and with bodily enjoyment. Yes. And so, being a devotee, how does it help? Если человек становится преданным, как это помогает решить вот подобную проблему? Ну, человек начинает заниматься духовной практикой, да, и, соответственно, все критерии оценки окружающего мира, исходя из материальной концепции, они меняются. И сейчас не могу сообразить. When a person becomes a devotee, he starts his spiritual journey, and his evaluation of others starts to change. Человек начинает действовать как душа. He starts to act as a soul. Okay. So, what is that acting as a soul? А что означает, человек начинает действовать как душа? Простите, я, наверное, торможу сильно. Давайте я дополню. Оля, нормально, если дальше? Спасибо, да. У него, Харе Кришна, у него появляются другие ценности. Так как есть знания, у него появляются другие ценности и приоритеты в жизни. His values start to change because he has a higher purpose in life. Он уже начинает делать действия из того, что хочет Кришна, а не я. То есть не он центр жизни Вселенной и так далее, а уже он медитирует, такой человек, на Кришну. Что же нужно Господу? He is acting not on the basis of his own desires, but on the basis of Krishna's desires. So he is meditating on what Krishna wants from me. Okay. And do we become more inclusive? Do we see everybody as a spiritual, and we don't see bodily distinctions based on religion, different country, different race? И вы согласитесь, наверное, что взгляд такого человека на всех становится более всеобъемлющим, то есть он не видит уже, не проводит разграничений на основе расы или национальности или вероисповедания. And gender. И пола. Yes, okay. So Prabhupada, in all his lectures, he kept on emphasizing that first we must understand we are not the body. That's the first. Unless we get this knowledge, there's no point, he said, reading more advanced things in Krishna consciousness. Прабхупада в большинстве своих лекций подчеркивает одну и ту же вещь, что мы не тело. И он говорит, что пока не придет осознание этого факта, нет смысла обсуждать какие-то более высокие темы в сознании Кришны. And understanding we're not the body is much easier, but to understand we're not the mind, that's more difficult. Понять, что мы не тело, сравнительно просто, гораздо сложнее раз отождествить себя со своим умом. Okay. Okay, we'll go to the next verse. Ya enam vetti hantaram yaschainam manyate hatam ubhav tau na vijanito nayam hanti nahanyati. Текст 19. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает, не может быть убита. Комментарий. Когда материальное тело живого существа погибает, пораженное смертоносным оружием, душа, находящаяся в теле, продолжает существовать. Душа столь мала,
что невозможно убить никаким материальным оружием, о чем мы узнаем из последующих стихов. Живое существо вообще нельзя убить, ибо оно духовно по природе. Убить можно только материальное тело, однако это не означает, что веды поощряют убийство. Ведические предписания гласят «Махимся царва бхутани». Ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. Убийство любого тела, совершенное без дозволения свыше, является преступлением и карается по законам государства, законам Бога. Однако Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии. When is the only time violence is permitted? В каком единственном случае применение насилия считается допустимым? Yes, oh, okay. Who will answer this? Who is this person? Dimitri, no. Who's after Olga Mataji? Лила Прерахини? Can you please answer? У нас будут такие паузы, у нас час всего на гиту, мы мало что сможем разобрать. Будет здорово, если вы как-то будете включаться. Давайте я скажу. Последняя строчка. Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии. Наверное, здесь ответ. Maybe the answer is in the last line of the purpose. Arjuna, however, is being engaged in killing for the principle of religion and not whimsically. Yes. Only to keep fulfill, only when religion or dharma allows it, only then we can kill. Да, это единственный случай, когда применение насилия оправдано, это насилие во имя религии. And why should one not lament at such a time? И почему этот исключительный случай не является причиной для скорби? Потому что душа вечная, неуничтожимая. Нет такого материального оружия, которое могло бы уничтожить душу. Because soul is eternal and indestructible, and there is no material weapon that can kill the soul. And actually, people are very confused. They think, what is Hinduism or Vedic religion? Does it advocate violence or non-violence? На самом деле, этот момент многие недопонимают. Многие не понимают, как вообще индуизм или ведическая философия относится к насилию. Разрешает насилие или не разрешает? Because generally you see that Hindus are very peaceful, they don't indulge in violence. Обычно есть такое мнение, что индуисты, они очень такие мирные и не склонны к насилию. And so they think that Bhagavad Gita also promotes non-violence. И поэтому некоторые считают, что Бхагавад-гита тоже пропагандирует отказ от насилия. So they're very confused. И потом, когда такие стихи читают, это сбивает их с толку. Why is Krishna promoting war? Кришна здесь призывает к войне. So
for that, they have to understand about this self-knowledge, about the knowledge of the soul. Но для того, чтобы понять это кажущееся противоречие, требуется знание о душе. Or when somebody, like a murderer, is hanged, then there are many governments and people who say that the murderer should not be hanged, but he should be given life sentence. То есть так же, как, например, в современном мире не утихают споры о том, нужно ли убийцу казнить или заменить казнь на пожизненное заключение. But Vedic philosophy, it always says that, because we understand that we are not this body and we are the soul. So if a murderer is hanged, it is actually good for his soul. Но ведическая философия объясняет, что мы не тело, а душа, и если убийца за свое преступление будет повешен в этой жизни, то для души это будет благом. So, because whatever we do should be good for our soul. That is what will be really permanent and good for us. Поэтому главным критерием должно быть благо, которое деятельность приносит не телу, а душе. То есть надо заботиться о нашем вечном благе. But when they don't have knowledge about the soul, then they become very sentimentally attached to the body. Но когда у человека нет знания о душе, он развивает сентиментальную привязанность к собственному телу. Yes, any okay. What was the next verse? न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Стих 20. Душа не рождается, не умирает. Она никогда не возникала, не возникает, не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначально. Она не гибнет, когда погибает тело. Комментарий. По своим качествам бесконечно мало отделенная частица высшего духа, не отлична от Всевышнего. Она не подвержена тем изменениям, через которые проходит материальное тело. Иногда душу называют неподвижной, кутастха. Тело проходит через 6 видов изменений. Оно появляется на свет из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит себе подобных, постепенно увядает и, наконец, уходит в небытие. Однако душа не подвержена изменениям. Душу называют нерожденной, но поскольку она находится в материальном теле, кажется, будто она рождается вместе с телом. На самом деле душа, находящаяся в теле, не рождается, не умирает. Все рожденное обречено на смерть. Но поскольку душа не рождается, для нее нет прошлого, настоящего и будущего. Она вечная, всегда существующая, изначальная. Иными словами, невозможно установить время ее появления на свет. Мы пытаемся определить, когда душа появилась на свет, только потому, что распространяем на нее телесные представления. В отличие от тела, душа никогда не стареет. Вот почему так называемые старики иногда ощущают себя детьми или юношами. Изменения, происходящие с телом, не затрагивают душу. Душа никогда не увядает, как это происходит с деревом или любым другим материальным предметом. Она также не производит на свет побочные продукты. По рождению нашего тела наши дети являются самостоятельными, индивидуальными душами, и мы считаем их своими детьми только потому, что они связаны с нашим телом. Тело развивается благодаря присутствию души, но сама душа никого не производит на свет и не претерпевает никаких изменений. Таким образом, душа не подвержена 6 видам изменений, через которые проходит тело. В Катха-Упанишат 1.2.18 есть похожий стих «Наджает имреет ивави пашчин, наям куташчин, бабхува кашчит, аджони тяшашватуям прано, наханя теханямане шарире». Смысл и значение этого стиха совпадает со смыслом данного стиха Бхагавад-гиты, однако в нем употреблено одно интересное слово «випашчит», что означает «ученый» или «обладающий знанием». Душа исполнена знания. Иначе говоря, она всегда обладает сознанием. Сознание – неотъемлемое свойство души. Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она находится, в сердце,
мы все равно можем установить его присутствие по наличию сознания. Иногда мы не видим солнце, потому что небо затянуто облаками или по какой-то другой причине. Однако разлитый повсюду солнечный свет свидетельствует о том, что сейчас день. Когда ранним утром небо светлеет, мы тотчас понимаем, что солнце восходит. Аналогичным образом сознание, которое присутствует в каждом теле, и в теле человека, и в теле животного, указывает на то, что в нем находится душа. Однако сознание индивидуальной души отлично от сознания Всевышнего, ибо его сознание всеобъемлющее. Господь знает все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Индивидуальной душе присуща забывчивость. Когда душа забывает о своей истинной природе, она может получить знания, внимая наставлениям Кришны. Но самого Кришну никак нельзя сравнить с забывчивой душой. В противном случае его наставления в Бхагавад-гите не имели бы никакого смысла. Есть два типа души: крошечная индивидуальная душа, ану-атма, и сверхдуша, вибу-атма. Это подтверждает Катха Упанишат 1.2.20. Ану-раниян махато махиян, атмася дантор нихито кухаям. Там акрату пашяти виташоко, дхату прасадан махиман атманага. Сверхдуша, параматма, индивидуальная душа, дживатма сидят на одном дереве тела в сердце живого существа. Но только тот, кто избавился от всех материальных желаний и скорби, может по милости Всевышнего постичь величие души. Конец цитаты. Как мы узнаем из последующих глав, Кришна является источником сверхдуши. Арджуна относится к категории забывчивых индивидуальных душ, и потому нуждается в наставлениях Кришны или его истинного представителя, духовного учителя. Okay. So describe the differences between a soul and a body. Who's next? Who's after this? Объясните разницу между душой и материальным The телом. new name is Я могу ответить. Харе Кришна. Hare Krishna. Да. Разница между душой и материальным телом. Душа по своим качествам, она не отлична от Всевышнего. Она, в отличие от материального тела, неподвижна, то есть не подвержена изменениям, она неизменна, она нерожденная, она не рождается и не умирает, в отличие от тела. Для нее нет настоящего, прошлого и будущего, она вечная. Можно здесь паузу небольшую? The soul, by its qualities, is similar to the Supreme Lord. It is non-movable in the sense that it is not undergoing any changes. It is unborn and eternal. Она не подвергается изменениям, то есть никогда не стареет, не увядает. Но опять же, тело развивается только благодаря присутствию души. It is not subject to any changes. It doesn't grow. It doesn't dwindle, and the body itself is existing only due to the presence of the soul in it. И исполнено знание. And the soul is full of knowledge. Счастье, знание и блаженство исполнено, да. Of knowledge, happiness, and bliss. All right. Yeah, okay, very good. And next, okay, what is the analogy? The comparison between consciousness, with sunlight. Can you explain that? Who's next? Объясните, как присутствие сознания в теле живого существа указывает на то, что в нем находится душа, по аналогии с солнечным светом.
Дальше попробую я. Прабхупада пишет в комментарии: иногда мы не видим солнце, потому что небо затянуто облаками или по какой-то другой причине. Иногда разлитый повсюду солнечный свет свидетельствует о том, что сейчас день. Когда ранним утром небо светлеет, мы тотчас понимаем, что солнце восходит. Логичным образом сознание, которое присутствует в каждом теле, и в теле человека, и в теле животного, указывает на то, что в нем находится душа. Prabhupada is mentioning the purport. Sometimes we do not find the sun in the sky owing to clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is there for daytime. As soon as there is a little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Similarly, there is some consciousness in all bodies, whether man or animal. We can understand the presence of the soul. Okay. And which two souls are present? Здесь также говорится, что две души у нас в теле находятся. Кто может раскрыть эту тему? Какие две души? Кришна. Ну, это сверхдуша и индивидуальная душа. Параматма и дживатма. These are super soul and individual soul, Paramatma and Jivatma. Okay, and how can we understand this? How can one get to understand that about the soul and the super soul? Как это вообще объяснить человеку факт присутствия двух душ в нашем теле? Ну, можно задать вопрос про интуицию. Многие люди говорят о том, что они интуитивно чувствуют какие-то вещи. Это и есть подсказка и связь со сверхдушой. We can explain this to another person referring to intuition, insight, because sometimes people have this sixth sense, and from whom does this knowledge come? So this is example which can prove that there's a super soul also in our body. No, it is not anything just like that. It happens when it's mentioned when we give up. When one has become free from all material desires as well as lamentations, can by the grace of the Supreme understand the glories of the soul. So we have to get rid of our material attachments and then only we can understand that we are soul and we can understand the super soul also. Нет, здесь другой ответ. Too much material attachment, that's why Здесь, не могу сейчас найти в комментарии, because of где-то говорится, что понять природу души можно только избавившись от скорби, то есть необходимо избавиться от привязанности к материальному телу. And so too much of material attachment, that's why people are, today's world, people cannot understand about soul. Why? Because just through knowledge you cannot understand. Дело в том, что понять науку о душе просто благодаря знанию невозможно. И кроме того, в современном мире у людей очень сильные материальные привязанности, которые не дают обрести это знание о душе. Without taking some austerities, where we control our senses and so on, we limit our material desires. It's not possible to understand that we are soul. Невозможно осознать себя душой без какой-то аскезы, без хотя бы каких-то попыток обуздать свои материальные желания. And that's why Vedic philosophy says we should be simple in our lifestyle. Вот почему ведическая философия призывает жить просто.
Because when we indulge our senses a lot, if there is too much sense gratification, it's not possible to understand that we are soul. Если мы даем чувствам слишком много удовольствия, то мы не становимся неспособны понять, что мы душа. And that is why, even though we get more and more knowledge of technology in today's world, in one sense, we are becoming less and less intelligent spiritually. И именно поэтому, несмотря на то, что с точки зрения технологии человечество прогрессирует, в духовном плане оно деградирует. People are brilliant in their academics, in material knowledge, but zero in spiritual knowledge. Материальное знание просто блестящее, а духовное знание фактически на нуле. And that is why they are misled into thinking that they are making great advancement, and all the people in earlier times, they were all very primitive. That's what they think. И вот поэтому есть такое мнение, что сейчас человечество действительно стоит на очень продвинутой ступени развития, а в далеком прошлом жили какие-то примитивные люди. And Srila Prabhupada challenged them. Then he said that, see, how do you say this is advancement? И Шрила It is actually Прабхупада, getting more degraded. оспаривая эту точку зрения, он говорит, ну и в чем это ваш прогресс? На самом деле это не что иное, как деградация. Because you don't even know who you really are. Вы даже не знаете, кто вы такие на самом деле. Okay. I didn't ask the question in the 19, practical application. Which I are you most attached to? Body, mind, intelligence, or soul? К 19 стиху был This is for вопрос. each and every one of us. Вопрос на применение. На этот вопрос у нас по традиции все отвечают по очереди. И вопрос такой: с каким «я» вы больше всего себя отождествляете? С телом, умом, разумом или душой? If you're attached to the body, they'll be attached to comfort, physical comforts, and everything that is very pleasing to the senses. Ну, вот подсказка. Если вы, например, отождествляете себя больше с телом, тогда вы будете привязаны к комфорту, к физическим наслаждениям, ко всему, что связано с телом. If you are attached to the mind, then we want a lot of respect. We are very attached to, how we are treated by others. Если вы отождествляете себя с умом, то тогда вы If people hurt us, очень зависите от уважения. Вам очень важно, как вам относятся. Вы не хотите, чтобы вас задевали другие. and if we think we are the intelligence, then we give a lot of importance to knowledge. Если вы отождествляете себя с разумом, то тогда вы уделяете особое внимание знанию, развитию знания. Both material knowledge also. We are very proud that we have a lot of material knowledge. Это и к материальному знанию относится, то, что человек с таким типом самоотождествления, он гордится своим материальным знанием. And if we are attached to the soul, then we, of course, become more happy when we are actually rendering service to Krishna and the devotees. А если вы отождествляете себя с душой, то вашим источником счастья является ваше служение Кришне и его преданным. So we have to ask ourselves, which I am I most attached to?
Поэтому, which identity? поэтому задайте себе вопрос, каким я вы больше всего себя отождествляете. Okay, the 20th verse question is, do we see difficult circumstances as the mercy of the Lord to make us really happy in the future? Because austerity is what helps us to understand we have a soul. You just read the application question for the verse 20. Yes, 20, no, yes, 20. So the question is, sorry. We do not have no, there's no question for 20. no question. Sorry, Yeah. there's no question. So, yes, for 20 we did. Yes. Okay. So we are supposed to So- answer the application question to verse 19, right? Yeah, which eye are you most attached to? Yes. So the voices can answer. Ну, давайте отвечать тогда. Давайте я начну, попробую. Хочется верить, конечно, что я отождествляю себя с душой, хочу служить гуру, но периодически проявляются признаки того, что я на самом деле отождествляю себя то с телом, то с умом, то с разумом. Well, I would like to believe that I'm attached to the soul because I sometimes have the desire to serve my guru and devotees, but also from time to time I feel that I am attached to either intelligence or mind or the body. Mhm. Yes, that is true for everyone. So what do we do when we find that my attachment to mind or body or intelligence is coming in the way? It's making me not think clearly and becoming disturbed. Then what do I do? Ну да, на самом деле, скорее всего, все ответили бы точно так же. А что делать, если вы видите, что ваши привязанности на уровне тела или ума мешают вашей духовной деятельности? Что делать тогда? Ну, меня спасает в этом случае общение с преданными, с возвышенными преданными, книги Шарукпады. In such situation, I take refuge in association with elevated devotees in reading Prabhupada's books. В слушании лекций духовного учителя In listening lectures of my spiritual master. очень помогает, иногда просад хороший. Nice prasadam is also sometimes helpful. Okay. And that's why, like you said, Vaishnava Sangha, you said association of devotees, we must have some people at least whom we trust, and we should open our minds and reveal to them so that we can get proper counseling. Вы упомянули общение с преданными, и в этой связи очень важно, чтобы был кто-то из преданных, кому вы можете раскрыть свое сердце, и кто может дать вам хороший совет. Because it's very difficult when we are attached to something, we cannot see clearly. Потому что если мы привязаны к чему-то, нам очень трудно увидеть истинное положение вещей. And so sometimes we get confused about Krishna also. Иногда у Why нас is he doing даже this? сомнения относительно Кришны возникают. Почему он такое со мной делает? But Krishna can see us very clearly. Sorry, but He knows what is our weakness. Но Кришна на самом деле наше положение очень хорошо понимает. Он знает все наши слабости. And he gives us, he creates situations by which that particular attachment will be removed.
И он специально создает особые ситуации, чтобы убрать ту или иную нашу привязанность. But we cannot see so clearly. Мы сами And, этого не понимаем. and we think, I'm a good devotee, I'm a very nice devotee, И мы думаем, ну я же хороший преданный. and I'm doing a lot of services to Krishna. Я столько служения Кришне делаю. But someone who's more advanced, the senior, can see what is also our weakness. Но кто-то более продвинутый, чем мы, более старший, он может видеть, в чем наши слабости. Like some of the senior senior Prabhupada disciples, they always mention about how Prabhupada just chastised them. Ученики Прабхупады нередко рассказывают о том, как Прабхупада их ругал. So we need to have confidence, and we should not mind if some senior devotee shows us what is the mistakes that we are, what is our weakness and how we can overcome it. Поэтому важно, чтобы был кто-то старший, кому мы доверяем, кто-то, кто может выявить наши слабости и объяснить нам истинное положение дела. And we should not just choose people who we think will always say, will not criticize us. Кто-то, кто поможет нам преодолеть наши слабости. We should not choose what kind of people? No, we should not only choose people whom we think will not criticize us, will be very soft on us. А не то, что мы должны окружать себя преданными, которые никогда нам ничего поперек не скажут. Так не должно быть. Because some people are very attached to this. They cannot see, they hate to hear any criticism. Некоторые очень привязаны к тому, чтобы никто их никогда не критиковал. So it is good if we hear this, if we can get ourselves to hear, it will help us a lot in making spiritual progress. Поэтому, если мы способны слышать какую-то объективную оценку нас самих, то это нам очень поможет в духовном развитии. Okay. Go to 21. Veda vinasinam nityam ya enam ajamavyayam katam sapurusha partha kam ghatayati hantikam. Стих 21. «О Партха, как человек, знающий, что душа неразрушимая и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать». Комментарий. Все имеет свое предназначение, и человек, обладающий совершенным знанием, знает, как и где можно что-либо применять. Насилие тоже имеет свое предназначение, но правильно применять его может только тот, кто обладает знанием. Например, судью, который приговорил к смертной казни человека, виновного в убийстве, нельзя порицать за это, ибо он санкционировал применение насилия в соответствии с законом. В Ману Самхите, который является сводом законов для человечества, сказано, что убийца должен быть приговорен к смертной казни, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать за этот тяжкий грех. Поэтому, когда царь казнит убийцу, он делает это ради его же блага. Точно так же, когда Кришна приказывает сражаться, это значит, что насилие необходимо для торжества высшей справедливости. Поэтому Арджуна должен был исполнить его приказ, памятуя о том, что насилие, совершаемое тем, кто сражается ради Кришны, не является насилием, ибо человека, или вернее душу, невозможно убить. Таким образом, во имя справедливости порой приходится применять так называемое насилие. Хирург оперирует больного не для того, чтобы убить его, а для того, чтобы вылечить. Так Арджуна, выполнив указание Кришны, вступив в бой, поступит как человек, обладающий совершенным знанием, его поступки не навлекут на него греха. What do you do? Why is capital punishment justified? Почему смертная казнь оправдана?
Ну, благодаря смертной казни человек отвечает за свои поступки уже в этой жизни. Because with capital punishment, the murderer is held responsible for his acts in this lifetime. И поэтому ему не придется страдать за этот тяжкий грех в следующей жизни. And he will not suffer for this sin in his next life. Это идет No, that, okay. The modern government is not thinking of that next life. Ну, конечно, современные правительства, они не беспокоятся о том, что будет с людьми в их следующих жизнях. So he wants, yes, Manu Samhita is thinking of the next life, and that's why they say that so that his next life he doesn't have to suffer, let him suffer now only. В Ману Самхите вот с позиции следующей жизни приводятся законы, то есть идея в том, чтобы человек в следующей жизни не страдал, он в этой жизни должен понести наказание. So, okay, it is justified because, okay, one thing, it may deter people from committing that act because they know they're going to lose their life. И смертная казнь на самом деле оправдана по нескольким причинам. Первая причина — это воспитательная причина. Люди знают, что если они будут совершать вот какие-то определенные преступления, это будет стоить им жизни. And it also seems that it is justice, right? Somebody's done a mistake, then they have to be punished. Кроме того, это показывает торжество закона, то есть если человек совершает преступление, то наказание будет неотвратимым. How is Krishna's instruction of using violence in the war perfect? Почему приказ Кришны о применении насилия является совершенным? I mean, from Krishna's perspective, why is he propagating this violence? С точки зрения Кришны имеется в виду, почему он призывает к насилию? What is Krishna's motivation for punishment? У Кришны какой мотив в наказании? Ну, справедливость. Кришна здесь все затеяно во имя справедливости. The whole war is conducted in the name of justice. Okay. And also Krishna wants to benefit how? I mean, he's, isn't it? So how does Krishna show his concern for that? I mean, how does it benefit even the violence? How is it good for the people who are being punished? То есть, по сути, Кришна призывает к насилию, но каким образом это насилие будет благотворно для людей, к которым это насилие будет применено? Ну, те, кто погибнут на этой войне, они, ну, их душа, так как она вечна, она вернется к Кришне. Eternal soul of warriors killed in this battle would return to Krishna. Yes. So, because sometimes people may think, how can God be so partial that he is on one side and then he's asking them to kill the other people who are also his children? The people may be confused like that. Иногда у людей возникают сомнения, но как же Бог может быть так пристрастен? Он встает на сторону, на одну какую-то сторону и призывает убивать воинов противной стороны, хотя те тоже являются детьми Бога. Okay.
Because some people, I mean, make a philosophy out of, that Bhagavad Gita, that we have to be non-violent, we should never fight. Некоторые вкладывают какой-то философский смысл в Бхагавад-гиту, которого в ней нет. Например, ненасилие, отказ от сражения. Prabhupada, in fact, criticized even Gandhiji for this aspect. How did he say that how did he bring about the philosophy of non-violence from Bhagavad Gita? Шрила Прабхупад даже Ганди критиковал за то, что он каким-то образом вывел из гиты философию отказа от насилия. Generally, yes, we have to be non-violent. But when there is adharma, Krishna, he always says that to establish religion, you must fight a war. Конечно, в каких-то обычных повседневных делах не нужно прибегать к насилию, но если речь идет о дхарме или о защите принципов религии, то война может быть необходима. And even when he had gone to the US, and many of the young boys who were joining, who were becoming devotees, and then they would come and complain to Prabhupada, many of the boys are unnecessarily asked to go to Vietnam to fight a war there. Шрила Прабхупада приехал в Америку, начал проповедовать, стала приходить молодежь, и вот эта молодежь иногда жаловалась Шриле Прабхупаде, что вот нас призывают в армию, отправляют на войну во Вьетнам. So then he said, what is wrong when you fight for establishing religion and you are sent by your country to fight a war, then it is very good. You should fight. Ну а что такого, если война ведется за принципы религии и ваша страна вас отправляет на войну, ну, воюйте. That is the Kshatriya spirit. Это дух кшатрия. Of course, all people cannot think like that. Only Kshatriyas are very brave and they like to fight. Ну, конечно, для других представителей других сословий такое умонастроение может показаться странным, но кшатрии такие, вот только они так думают, им не терпится вступить в бой. And those devotees who wanted to become Brahmanas, they wanted to become Krishna conscious, somehow they escaped being forced to go to war, and they became devotees. И те первые преданные Шрилы Прабхупады, которые имели брахманическую природу, они придумали, как уклониться от призыва и не поехали во Вьетнам. Becoming self-realized is the most important activity for a person. Самое главное для человека — это обрести знание о своем истинном «Я». Hare Krishna. Prabhu, I cannot hear you. We can hear you. Haribol. Haribol. Yes, I can. Yes, I can hear. Okay. Okay, you finished? I can try. Okay. How to sing? Yeah. So if a person wants to be Krishna conscious, then all these other duties do not apply. Если человек хочет развивать в себе сознание Кришны, то все остальные обязанности его тогда уходят на второй план. Your mic is off. Your mic is off. We don't hear you.
Your mic is off. Похоже, тоже не слышит нас. Да. У него включен микрофон. Динамик пока. Oh, you have turned the Oh, mic you on. translated, no? Or No, you no, could- I've missed because your mic was off. We couldn't hear. Now it's on. Now it's okay. Can you Oh, please okay. repeat? Okay. It's on. Okay. No. Now the camera is So, okay. for the sake of, Now it's okay. Now it's okay. and then Prabhupada engaged all of them who had, who did not want to go to fight, but then they surrendered, and then he engaged them fully to work for Krishna and to fight for Krishna, to establish Krishna consciousness. И те, кто не хотел воевать в Вьетнаме, кто хотел вручить себя Кришне, Шрила Прабхупада занял в том, чтобы они сражались для Кришну, проповедуя. Okay, because when he met his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada also thought that it's very important to, this duty of bringing freedom to India. That's the most important duty of everyone. На своей первой встрече с Шрилой Бхактисиддхантом Сарасвати Тхакуром Шрила Прабхупада тоже высказал вот эту идею, что Индия должна бороться за независимость. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that self-realization is the most important need. And there's an urgent need because people need to be saved from spiritual death. Но Бхактисиддханта Сарасвати возразил, что самоосознание важнее, потому что оно поможет людям избежать духовной гибели. So that's what we have to, people have only by chanting Hare Krishna, then they will come to understand how, the soul is the most important, not the body. Поэтому через повторение мантры Харе Кришна человек должен осознать, что заботиться о душе важнее, чем заботиться о теле. What do we do when we feel morose? We did 22, right? Yeah. Yeah. What do we do when we feel morose? Что мы делаем, когда чувствуем себя несчастными? Скорбим и жалеем себя. We lament and take pity of ourselves. Yes. So we have to quickly come to the spiritual platform, and then we'll give up our moroseness. Okay? Да, и тогда нам нужно срочно подняться на духовный уровень и избавиться от этого ощущения несчастья. We see that in today's world, many people are getting depressed. И можно видеть, что в современном мире очень многие люди пребывают в депрессии. Yeah, many psychological problems. And this is because of too much attachment to the body. У многих есть психологические проблемы, и все это из-за чрезмерной привязанности к телу. And the minute they understand, I'm not this body, then they become very happy, free from all the depression. Но как только человек поймет, что он не тело, он почувствует счастье и избавится от депрессии. Yes, any comments? Есть ли какие-то комментарии по сказанному? Вопрос такой. Your experience about it. Вопрос хотел задать такой вот. Вы сказали, что если человек решил заняться духовной практикой,
допустим, духовностью, погрузить себя в это, то он освобождается от всех обязанностей. А насколько это, ну, глубоко он может как бы освободиться от своих обязанностей, учитывая, что у него есть семья, там, родственники, может быть, какие-то больные, там, родственники, еще что-то. Или You там, mentioned that when a person surrenders and comes on spiritual path, he's got freed from his material obligations. So the question is to what extent, because he may have some relatives, some ill relatives, and so on. So to what extent he is free from his material obligations? I was only talking about fighting the war. Otherwise, we should not think that we are freed because we have still many material attachments left. So we should continue to do our material duties, but at the same time, not at the cost of our Krishna consciousness. Ну, речь шла о войне, то есть вполне конкретный пример разбирался. А так, в целом, ну, у нас есть материальные обязанности, нужно продолжать их выполнять, но только не в ущерб развитию сознания Кришны. спасибо. Thank you. Because we can have a higher purpose for interacting, continue to doing our duties, because we want to give Krishna consciousness also to people. Мы продолжаем выполнять свои материальные обязанности, но у нас при этом появляется некая высшая цель в их выполнении, потому что у нас появляется желание дать сознание Кришны другому человеку. Initially, we do because we are still attached to them. So, we want to do our material duties properly so that we can slowly come to a higher platform of spiritual understanding. We do it more as a service and sacrifice. Вначале мы выполняем материальные обязанности просто потому, что мы привязаны к их выполнению, но постепенно, по мере развития духовного знания, мы начинаем делать это как жертвоприношение. Maybe sacrifice is not the right word, but maybe dovetailing our affection for our relatives by giving them Krishna consciousness, by serving Krishna together. Then we can make it. We can continue to be, or we can keep progressing in Krishna consciousness. Ну, может быть, жертвоприношение слишком высокое слово в этом контексте. Правильно сказать, что мы делаем это, чтобы как-то связать эту деятельность наших родственников с сознанием Кришны, чтобы мы могли вместе служить Кришне. But when we are fully Krishna conscious, we still can give association to all the people who are somehow connected with us. Но даже когда мы находимся в полном сознании Кришны, мы все равно можем общаться с людьми, которые как-то связаны с нами, с нашими близкими, чтобы давать им сознание Кришны тоже. And we can give set an example for them how to lead an ideal life. Мы можем показывать им пример, как вести идеальную жизнь. So we don't have to neglect anyone. Поэтому вовсе не нужно кем-то пренебрегать. And yeah. Is that okay? Это отвечает на ваш вопрос? Да, спасибо. Yes, thank you. Okay. So shall we stop now? Ну что, на этом завершим? Да, хорошо, Харе Кришна. Шашнай Прабhu, нам надо по датам сейчас, может быть, сказать. Да, потому что у нас получается большой перерыв, да? Я вот сейчас смотрю до 31 мая. Mataji, regarding next web